До начала работы 3, 2, 1, погнали! Какие впечатления о прохождении курса? Блин, такая атмосфера, как будто погрузилась обратно в учебу, в школьное время. Это очень круто, такой коллектив, все на одной волне. У нас сейчас конкурс Сайт-парт. Это конкурс в рамках проекта Цикада Лайф, также экзамен для ребят с курса Цикада Старт. Время прям по-божески дали, 60 минут без мытья, без всего, просто чтобы спокойно ребята сделали какие-то классные работы и боролись за первое, второе, третье места. Ну или за зачет, зачетку. Что бы ты поменял в подходе к тренировкам, если бы начал с чистого листа? Ну, во-первых, я бы приехал сюда еще раньше, вот, чтобы изменил своих тренировок. Их бы, наверное, было намного больше и намного интенсивнее. Вот, я бы уделял этому намного больше времени, чем так, как получалось. Вот, потому что тренировки действительно дают такую элементарную базу, от которой уже отталкиваешься и идешь вперед, вперед и вперед. Хотела бы ты остаться в команде у Юры? Очень хотела остаться в команде. Я думала, что после курса я останусь, но сложилась так судьба, что я вышла замуж и... Ну вот и все, ты замужем теперь. Да. И у меня немножко мои планы нарушились, да. Но может когда-нибудь это и случится, что все-таки я перееду сюда. Честно, очень бы хотелось, вот, поэтому было бы классно. Понял. Поздравляю. Спасибо. Осталось 30 минут. Если честно, ты больше всего за кого болеешь? За всех, за себя. Что бы ты поменяла в своем подходе к тренировкам, если бы проходила курс заново? А я бы ничего не меняла, наверное. Так и оставила? Вот прям, да, все пока. Все идет так, как должно идти. Ребята, начинайте заниматься формой. Оцениваться ваша работа будет в первую очередь по форме. Хочу сам в поле, я хочу быстро чесать, стричь. Я хочу тот кубок забрать. Но, боюсь, не дотяну уровнем пока. Ну да. Постою в зрительном зале. В комментарии там обычно пишут, что ты... Ничего не умею. Есть преимущество, когда ты стрижешь парикмахера? Нет, только замечание. Только замечание? 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Все, работа окончена. Снимаем пеньюары, модели усаживаем на зеркало. Убираем инструменты с рабочих зеркал ваших. Конечно, нужно. Но волосы больше не трогаете. Ну вот и все. Самое страшное у них позади. Впереди еще следующая номинация. Бальная укладка мужская. На этих же моделях. Оставайтесь с нами. Спустя час ребята закончили стрижку сайт-парт, а значит сейчас самое время для того, чтобы оценить их работы. Сначала работу судят 3 мастера, а затем сами участники соревнования. Какая-то есть прям максимально далекая цель, которой ты хочешь добиться? Которой ты прям, когда ты идешь, думаешь об этом? Ну, не знаю, сначала прям вот хочу уверенно себя чувствовать, прям скорость наработать и качество, частоту. Теперь судят участники. Что за бомбовая стрижка? 10. 20. Адреналин — это почувствовать какой-то драйв, кайф, вообще как-то немножко взбодриться, собраться. То есть это максимальная концентрация, да, это в итоге результат. Но и это не последний конкурс на сегодня. Пока Юрий подсчитывает голоса, готовится следующее состязание. О, давайте похлопаем моделям. Бальная укладка мужская. На людях, на живых? На живых. Ну, на мертвых не очень, они трясутся, мышцы не работают. И холодные еще. Ну, холодный тогда он не жесткий уже.
Иди отсюда, ты вообще болеешь, не дыши, туда давай. Она больная, приперлась выступать, понимаете, вот что значит хочет, понимаешь, ничего не останавливает человека, уйди отсюда, у меня дети. Я бы, наверное, больше времени уделял всем деталям, допустим, тем же волнам. Я бы хотел бы попробовать все-таки в конкурсе поучаствовать. Если бы вот так вот отмотать время, я бы, конечно, тренировался больше на это. Расскажи, какие правила бального укладывания? Короче, модели сидят максимально в естественно высушенных головах, как это обычно, собственно, происходит, когда модели приходят танцоры приходят на прически, на спортивно-бальные танцы. Волосы просто чистые, просто рассушенные. И ребята, собственно, будут сейчас там, кто-то лаком, кто-то... О, Ника пришла. Кто-то лаком, кто-то пеной, короче, как угодно это укладывать. И, в общем, будет все красиво. Сейчас А по таймингу сколько? По таймингу 30 минут мы даем, а вообще минут 20 на это нужно реально. Ну, если не умеешь, и дня не хватит. 3, 2, 1. Мне кажется, сейчас будет хозяйская фигня вот это вот, когда ты берешься и гасишь. Скорость. Просто я раньше смотрел много видео разных, после того, как переехать сюда, я перестал все смотреть, потому что я понял, что это вот та школа, где даются реальные знания, и все остальное как бы мне уже особо не интересно. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Ooh, the master of my... 30 секунд до конца. 5, 4, 3, 2, 1. Работа окончена. Все, выключаем пену, нафиг бросаем, отходим от них. Что бы ты порекомендовал тем, кто планирует сюда приехать? Как минимум посмотреть видео Юры на Ютубе и очень хорошо подготовиться перед тем, как сюда ехать. Какой-то базу иметь, да, короче? Конечно, да. А ты готовился? Ну, немножко, да. Не, на самом деле, ты же там 4-е место, по-моему, занял по ножницам, когда вы стригли бумажки. Да, я когда еще сюда собирался ехать, я, наверное, недели 3 или даже больше стоял и ножницы держал, как правильно. Рука болела страшно. Это похвально. Помимо всех конкурсов, у ребят сегодня даже был устный зачет. Практика — это супер, но в идеале знать еще и теорию. Я пытался незаметно пробраться. Шпион. Посмотри, прям меленько так, очень качественно. Что у вас в пакете? Прячься, прячься. Посмотри, как качественно вообще, посмотри. И сейчас мы посмотрим, кто из них реально делает домашнее задание, а кто нет. Или кто делает его плохо, или мало. И вот видно прям кучки, смотри, раз тебе подход, два тебе подход, 3 подход, видишь. Потом сюда вот это все, короче, мы шарик возьмем, в клей обмакнем в ПВА, вот так, вот так, вот так, вот так. Потом, короче, шарик оттуда вытаскиваешь, лампочку туда вставляешь, и на Новый год праздник. Люда. Слышишь? 157. Юра, кто победил? Так быстро, подожди, я записываю. 245! Подожди, это у нас Евгения. Дан-дан-дан-дан-дан. Очень здорово, что ты можешь и работать, и развиваться, не стоять на месте, постоянно новые проекты. На самом деле это очень круто для мастеров, для тех, кто хочет чего-то большего, лучшего в жизни, чего-то добиться. Это на самом деле очень круто. Самая долгожданная церемония награждения. Для Костяна! Мне бы хотелось, конечно, взять и все слова просто передать Ане, сказать: Аня, ты там ты больше про них знаешь, поэтому, когда отдавать будешь говорить. Но я точно так же присутствовал на курсе, я точно так же смотрел, что происходит. Я также смотрел, насколько вы развиваетесь и растете. Все, что я могу сказать, и все, что я чувствую, все, что я вижу, и все, что я могу подумать дальше, это только моя картина, только мой опыт, только мои ощущения. И как бы я сейчас вам что-то не сказал, у вас у каждого могут быть свои мысли. Но я однозначно скажу, и здесь есть несколько людей-свидетелей, которые подтвердят, что вы реально очень хорошая группа.
И с точки зрения воспринятия информации, с точки зрения развития, с точки зрения уровня работ, в целом очень хорошая группа. Постоянно бывает такое, что есть кто-то, кто прям совсем тянет, что так этот и тяжело воспринимает. И работы сами по себе смотришь, и просто без слез не взглянешь и думаешь, да твою мать, ну как же можно, ну, сколько ты весь выкладываешь, ты весь отдаешь, что ты уже не знаешь, как отдать, ты просто выдумываешь какие-то инструменты, ну дураку должно быть понятно, оно не прет, и все, ты не понимаешь, сидишь. Я же всегда говорю о том, что если у вас что-то не получается в жизни, не вините соседа, да, ищите в себе причины. Если я что-то не могу, это только по причине себя. И вот я сижу и думаю такой, какой инструмент нужно подобрать, чтобы все-таки к этому человеку найти какие-то ключики и что-то передать. Вот. И в этом отношении у нас классная группа сформировалась. К вам эти ключики прям по минимуму нужно было подбирать и искать. И единственное, что могу пожелать, если общего какого-то нечастного характера, это просто работайте, отрабатывайте и применяйте все то, что мы дали. Сенцов Евгений. Сегодня долгожданный и в то же самое время грустный день. Ребята закончили базовый курс. А значит, самое время вручить всем участникам дипломы, и совсем скоро мы начнем награждение за участие в конкурсах. Честно, удивил, прям в лучшую сторону, реально. То есть удивил своей вот прям, знаешь, дотошностью, въедчивостью, знаешь, таким положительным, классным перфекционизмом, то есть без самоедства. Это очень важные вещи, когда ты умеешь сфокусироваться на чем-то, сосредоточиться и не сжирать себя на этом. Вот, у тебя это есть прям классно, и ты это показал именно в укладках. То есть не в стрижках, нигде, а именно в укладках, именно вот в отдаче в своей. А как ты отнеслась к тому, что тренер на данном курсе не Юрий? И как, на твой взгляд, справился тренер другой? Слушай, на самом деле очень благодарна Ане. Все очень круто. Вот. То, что не Юрий, но он периодически к нам тоже приходил. Я считаю, что мы получили достаточно знаний. Преподавал бы это Юрий нам или Анна по технике Юрия. Меня все устраивает. Самое важное для кого-то — это итоги конкурса 3 номинаций. И начнем мы с нашей номинации «Волны». Наши любимые. Это уже 2-й конкурс. И к секундочку, на 2-й конкурс, какой ребята результат начали показывать, какие работы начали делать. 3-е место. Кто? Кто 3-е место? Кто 3-е место? Костян, смотри на Костяна, посмотри. Смотри на него. 3-е место. Выходи уже. Нет, Ника Колян. Я услышал, как вас. Я уверен, что дома она не тренировалась, здесь она не тренировалась, я ее не видел в этих номинациях. И, собственно, и этот результат – причина именно маленького количества тренировочных процессов. Та же самая история, собственно, получилась у нас и с Сашей Ульяновым. Вешай! Голову отъел. Держи, Саня. Я тебя тоже поздравляю. Но мы оба прекрасно знаем, как ты можешь. И это охренительный для тебя урок, что ты ни хрена не делал вообще за этот месяц. Да. И вышел как папочка. Сейчас порву всех. А получилось по факту, понятное дело, Костян вырвал просто победу. Подожди, держи вот это. Держи вот это. И ты хотел ее поставить. Я тебя поздравляю. Спасибо. Максимально правильная вещь, потому что если мы будем просто, ну, как работа-дом, да, каждый день ты просто выходишь на работу, уходишь с работы, то в итоге, скажем так, весь энтузиазм, весь профессионализм очень быстро закончится. Это реально настолько заслуженно, потому что, ну, наверное, только я видел через камеры, до скольки тут он находился. Народ, это просто нужно видеть. Время 0:41. Я понимаю, сегодня пятница, завтра суббота. У ребят выходные. Денис завтра спит. Саша завтра спит. Марго тоже завтра спит. Ну, Костя, ты-то, блин, завтра работаешь. Чего ты стоишь, чешешь? И как это все дело было, и что не получалось, и сидел, и стоял,
И, в общем, да. Но, собственно, я на самом деле, вы себе представить не можете, насколько я волновался за эту историю, вот честно. И я когда видел, сколько времени он уделяет тренировкам, я такой думаю, блин, как будет обидно, если он ни хрена не займет или займет что-то там. Она у тебя техничней, то есть она у тебя интересней, то есть она с волнами, с техникой, с идеей, то есть с законченностью, то есть с неброшенными линиями вот здесь. То есть ты везде постарался, то есть ее замкнуть и закончить. То есть все, о чем мы тебе говорили, ты услышал. Ты по волнам 3-е место. Я здесь все говорил, все объяснял, рассказывал, почему. Самое время провести награждение за бальные укладки. Ребята, это наш новый опыт. Он первый. И по мне он классный. Саня, ты 3-е место. Ты сегодня троечник? Ты сегодня нет? Я вообще не читал ни разу. Эть, держи, 3-е место. Эмили. Ничего себе! Как батюшка буду ходить. Собственно, у тебя был офигенный модель. Вот он просто такой прям, знаешь, он статный. Вот что в стрижке, короче, знаешь, прям он зараза статный. Но я тебе скажу, еще не забегая вообще сейчас до стрижки, ты его стриг в салоне лучше нафиг, чем здесь. Но это ладно. Если бы хоть чуть-чуть ты попробовал бы на нем же 2 раза хотя бы причесать, ты бы причесал. А если бы еще хоть чуть-чуть бы в момент, когда Аня чесала здесь, ты бы не с Ильнуром бы там сидел бы и лясы точил бы, а постоял бы немножечко здесь и посмотрел, ты бы еще лучше причесал. И как бы, и по сути сегодня вот получилось так, я поставил тебя на 2-е место, ты посмотришь потом протоколы, и я поставил тебя на 2-е место просто из-за модели. Вот. И когда я увидел, что все отсудили вот так, как Ира отсудила, я такой думаю, ну значит быть этому. Вот. Хотел сказать, кто же у нас 2-е место? Дебилу понятно, да? Аня Киселева. Костян. 2-е место, держи. Поздравляю. Спасибо. У него он был бальный. Хреново выполненный, весь вот такой вот, что не должно быть. Но он бальный. А у тебя, получается, он был причины, скажем, исходных данных весь гладенький, классненький, но он салонный. То есть он обычный, повседневный, не сильно отличающийся от того, что ты сделал утром. Вот. И, собственно, вот это и больше и повернуло все именно так, как повернуло. Если бы ты у него сделал бы зачесы, сделал бы вот этот вот, больше выгладил сюда, то есть, да, четкий пробор бы, как там Аня его отгладила этим хвостиком, то есть, прям, где он прям вообще прям вылизанный получился. Это достойная, заслуженная победа от вот прям вот, вообще вот это, да, нет, стоп, Блин, я тебя расстрою. Красивый такой, чуть менее красивый. То есть это получается уникальная система для мастеров. Абсолютно. То есть, что сегодня не хватает мастеру. Условно, сейчас есть определенные потолки по разным причинам, а здесь как будто этот потолок, ну, с каждым разом все выше и выше и выше может становиться. То есть ты бесконечно здесь можешь рост получить. Не, он такой, да. С чашей, из него бухать можно. Да. Это обмыть надо обязательно будет. Это номинация Сайт-парт. Сначала мы сидели, собственно, и смотрели с Аней со стороны, что делает Асхат. Вот. И просто я говорю, да мать твою, ты вообще откуда, блин, ты где, ты месяц учился, что за хрень вообще происходит? Я хотел крикнуть, но потом я же понимаю, человек выступает, то есть он сфокусирован, сосредоточен, сейчас любое там это, да, он только помешает. Я очень сильно был удивлен, то есть, ну, это тебе огромное спасибо надо Костяну сказать, что он с какого-то хера вообще экзекьютив кривой подстриг, вот, с плохой окантовкой, с выгрызной какой-то вообще, как будто триммер кто-то ему сломал, я не знаю, вот, просто наглухо вообще, модель могла войти, но вообще не вошел, и вот только благодаря этой истории, то есть, выскочил ты на 3-е место. Хотя парень твой под эту работу залетал хорошо.
очень сильно рекомендую абсолютно каждому, вот сейчас не плакать, не расстраиваться, этим ты никак делу не поможешь на 100%. Очень сильно рекомендую, когда в следующий раз ты будешь готовиться к конкурсу, сколько раз я говорил, берите моделей, тренируйтесь на них, чешите, стригите, не просто постригли и все, укладку сделайте. Укладка, как фасон, с которым он выходит, это одна из самых важных историй. Конечно, если говорить про самого выигрышного модель вообще из всех здесь, это был у Гриши. У него был самый модель для сайт-парта, именно самый бомбовский. Он прям такой с татухами, такой типажный, слегка прокуренный, такой вот такой вонючка. Он бы прям вот это все выбрил бы ему, вот это чуть поставил бы такой на пробор, прям в таком, он прям пушка был бы вообще. Собственно, Ника, я тебе хочу сказать, медальку тебе еще забыл дать. Конечно, это после конкурса, конечно, немножко расстроилась, как я понимаю. Но вопрос в том, как ты думаешь, насколько справедлива ли оценка на конкурсе? Я думаю, максимально справедливая оценка. Юрий, Ирина и Аня все хорошо отсудили. Ребята тоже поучаствовали в этих оценках впервые, мне кажется. Если мы там друг друга осудили уже до этого в конкурсах, то ребята, мне кажется, впервые. Я тебе хочу сказать, Ника, что ты, дай тебя обниму, ты огромная молодец. Для чего Юра создал конкурсы? Блин, мне кажется, это из-за мотивации, потому что вот если посмотрите видео, там, где я расплакалась, заняла последнее место, потом я начала тренироваться и заняла 2-е место. Ты не забывай, что ты всего лишь 1 год в профессии. Ты в прошлом году ровно в это время закончила всего лишь курс, а на сегодняшний момент, на секундочку, сопля вонючая, посмотри вот на него, этот хрен уже в профессии, хрен он знает сколько, и ты его сегодня для меня сделала, поняла? Ну иди сюда, блин. Своему велосипедисту спасибо скажи. Модели твоему. Держи. Красивый. А с моей не попьешь, а с ней не попьешь. На самом деле, вот сейчас, знаете, я не знаю, куда это выйдет через там полгодика, через годик, но для меня сегодня подтверждается то, что лентявые таланты могут пролетать как фанера над Парижем, и просто чуть-чуть бы сегодня бы Ника бы там добила какие-то истории, по форме бы прижала бы всего лишь, и получила бы более высокие баллы именно за форму, и все. Вот. И как бы и вот эта история усидчивости и трудолюбия, то есть это круто, это классно. Вот. Поэтому в любом случае вы втроем, вчетвером, впятером, вы все огромные молодцы за то, что топите и, собственно, делаете то, что мы должны делать. Классно, что ты смонтируешь, никому это не покажешь. Где вы еще найдете такое место, где люди реально задумываются о том, что будет через год с тобой, как с мастером, что будет с тобой через 5 лет? Ты в любое можешь заведение прийти и быть просто мастером. А заведение или, как в нашем случае, академия и проект вообще Цикада Лайф, еще проекты. То есть это возможности развиться в разных направлениях, получить то, что тебе интересно в рамках профессии и стать профессионалом своего дела.